Всем большой привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на своем канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. По превьюшке вы уже поняли, что сегодня мы будем заниматься кинетическими мобилями, и это видео скорее исследование темы и возможностей техники, но и как их делать на примере я тоже покажу. Меня уже очень давно завораживали эти кинетические скульптуры, этот поиск баланса и успокаивающие действия, и практически безграничные возможности в использовании материала для их создания. На них можно вешать вообще что угодно: бумагу, пластик, металл, папье-маше, пуговицы, какие-то ракушки, эпоксидную смолу и многое-многое другое, на что хватит фантазии. Я начала экспериментировать с мобилем еще в августе, и для первого я использовала пластилин, то есть я сначала собрала проволочную конструкцию, и потом уже искала баланс, добавляя и убавляя пластилин на концах. Потом я собрала вот такой мобиль из ракушек, и мне кажется, он ужасно милый, он висит в комнате Адама. Еще был вариант из папье-маше, и один из последних, вот этот из латунной проволоки с бумажными подвесами, я его сделала в подарок. Я погрузилась в эту тему и даже нашла книжку, которая так и называется «Как делать мобили». Ее автор Джон Линч. Она на английском, но с нормальными иллюстрациями, и даже если вы не владеете в достаточной степени языком, в принципе, все будет понятно. Ссылку на нее я оставлю в описании, это скан бумажной версии. Так вот, Джон Линч говорит о том, что кинетический мобиль — это достаточно новый тип прикладного искусства, и придумал их Александр Колдер в 30-х годах 20 века. Александр Колдер — это американский скульптор, он происходит из семьи художников, но его родители были против того, чтобы он тоже получал художественное образование, и отправили его учиться на инженера. Так интересно, когда в творческой семье не поддерживает желание стать художником, возможно, родители не имели успеха в своей области. Прием, это Элина из будущего. Я веду прямой репортаж из монтажной. Дело в том, что на этапе монтажа я нашла очень много интересной информации по теме и просто не могу оставить вас без нее. Во-первых, я должна извиниться перед родителями Александра Колдера, потому что оказалось, что его отец, Стирлинг Колдер, был очень известным вообще-то в США скульптором и создал огромное количество самых разнообразных работ. И во-вторых, по другим источникам, Александр Колдер сам выбрал для себя техническое направление, и первое время после выпуска он даже работал по специальности на корабле компании Томаса Эдисона. Но уже через некоторое время он почувствовал тягу к искусству и в 20-х годах начал изучать рисунок и живопись в Лиге студентов-художников в Нью-Йорке. И именно его разносторонний опыт позволил ему создать свой собственный уникальный художественный подход. Ну, прямо настоящий сканер, если вы понимаете, о чем я. Во время обучения он подрабатывал репортером в газете, и в его обязанности входили репортажи из цирка, а именно иллюстрации цирковых представлений. Атмосфера цирка, ощущение полета и легкости вдохновили Колдера на создание его первых проволочных фигурок в виде акробатов и гимнастов. Но справедливости ради стоит сказать, что это не первые его проволочные фигурки. Первые свои он сделал еще в детстве, и, судя по всему, его родители их сохранили. И это очень мило. Я тоже стараюсь сохранять все Адамкины поделки и рисунки. Идея делать фигурки из проволоки стала продолжением его стиля рисовать одной линией, которую он использовал во время учебы и работы в газете. После переезда в Париж Колдер начал вливаться в богемную тусовку, и на каждую вечеринку он брал с собой моток проволоки, из которой предлагал каждому желающему сделать проволочный портрет с натуры. На одной из таких вечеринок он получает заказ на создание детских механизированных игрушек. Впоследствии этот заказчик пропадет, но зато у Колдера останется прототип его будущего представления «Цирк». Вся конструкция цирка умещалась в 5 чемоданов, и поэтому Колдер мог давать представления вообще в любом месте. Цирковой перформанс становится широко известен в узких кругах, творческая интеллигенция раскупает все билеты на эти представления, и на Колдера сыпятся заказы на механические игрушки. Но он не стоит на месте и прощупывает возможности материалов и механизмов и создает фигуративные рисунки, левитирующие в воздухе. В 30-е годы восприятие художника меняется, и он отказывается от персонажей и переходит к абстракции. Сначала он пробует себя в абстрактной живописи, но впервые увидев масштабные абстрактные панели Пита Мондриана, он предлагает ему создавать динамические композиции на основе его фирменных колор-блоков. Мондриан от этой идеи отказывается, так как считает, что в его картинах и так достаточно движения. Тогда Колдер начинает воплощать эту идею самостоятельно и создает динамические абстрактные композиции. Это, конечно, нужно смотреть, но я нашла только фотографии. Но идея механических абстракций очень быстро утомляет художника, потому что механизмы постоянно ломаются, и их нужно каждый раз чинить. В 1931 году Колдер создает свою первую кинетическую скульптуру, которая приводится в движение не механизмом, а взаимодействием с окружающим пространством. Марсель Дюшан придумывает для обозначения этих объектов новый термин «мобиль». Это французский каламбур, означающий одновременно движение и мотив. Как по-французски это будет сказать? Послушаем. Мобиль.
Мобиль. Мобиль. Мобиль. Мобиль. В 1937 году Колдер получает приглашение стать инженером-проектировщиком ртутного фонтана для испанской экспозиции на международной выставке в Париже. Необычный выбор содержимого фонтана связан с традиционным укладом Испании. Шахты киноварий, из которых добывают ртуть, существовали на ее территории тысячи лет. Ртуть на протяжении веков использовали как лекарство, средство омоложения, как компонент во многих производственных циклах. Гражданская война, остановившая работу киноварных шахт и предприятий по производству ртути, нанесла огромный урон экономике Испании. Ядовитые пары ртути? Нет, не слышали. После Всемирной выставки фонтан перевозят в Барселону, а в 50-х годах начинают что-то подозревать и накрывают фонтан стеклянным куполом. Вторым серьезным заказом для скульптора стала ловушка для омаров и рыбий хвост для главной лестницы нового здания Музея современного искусства в Нью-Йорке. Во время войны Колдер возвращается в США и начинает строительство своей большой мастерской на фундаменте молочного сарая. А я еще что-то переживаю по поводу порядка в мастерской. В 1946 году Колдер возвращается в Европу и вновь выставляется в Париже. И для этой выставки Жан-Поль Сартр написал оригинальное эссе. Сейчас я вам зачитаю. Мобиль не является лишь условным выражением чего-либо. Он улавливает движение живых предметов и воспроизводит их. Мобили получают энергию из воздуха, они дышат, они заимствуют жизнь из призрачной жизни, растворенной в атмосфере. Объекты Колдера эволюционируют, разрастаются в масштабе и тяготеют к формату тотальной инсталляции, которые способны реорганизовывать пространство вокруг себя и, что самое главное, внутри себя. В 1952 году Колдер представляет Соединенные Штаты на Венецианской биеннале и получает главный приз за скульптуру. А в 1963 году он завершает строительство своей большой студии во Франции, и с помощью полномасштабного промышленного металлургического завода он начинает изготавливать свои монументальные произведения. Мобили становятся масштабными, монументальными, напоминающими скульптурные модели Солнечной системы с акцентированным центральным элементом и двигающимися вокруг него цветными панелями различных форм. С 60-х годов Колдер замедляется, останавливается и приходит к созданию статичных объектов – стабилей. В стабилях вопрос движения решается наличием движущихся объектов вокруг скульптуры. Мне лично кажется, что мобили более художественно выразительные, но, возможно, это просто потому, что я не видела стабили вживую, и не могу оценить их масштаб. А в них движение и баланс создаются непосредственно самими зрителями. Даже если отдельные объекты Вселенной и могут оставаться неизменными в отдельные периоды времени, их взаимодействие между собой постоянно меняется. Есть пространства, которые кажутся постоянными, при этом могут возникать незначительные явления, протекающие сквозь эти пространства с большой скоростью. Вопрос заключается в том, чтобы зафиксировать гармонию таких движений и найти новую форму воплощения этой красоты. Еще я нашла канал на YouTube, посвященный Александру Колдеру, и там очень много интервью о нем и видеоскульптур, но больше всего меня заинтересовали короткометражные фильмы, они такие сюрреалистичные, с очень стильным визуалом. Если вам будет интересно, посмотрите. Ссылки на все источники я оставлю в описании под видео. Передаю слово Илине из прошлого. Итак, вернемся к книге. В ней автор дает практический совет о том, как собирать мобили, но вот выпрямлять проволоку, например, он рекомендует, протягивая ее между пальцами. Здесь у меня уже возникают вопросики. Дело в том, что проволока продается обычно в бухте, то есть вот в таких мотках, и приходит скрученная. Если вам повезло найти где-то прямые прутки, то очень здорово, мне такая удача не улыбнулась. Поэтому я выпрямляла проволоку при помощи дрели и плоскогубцев. Один конец проволоки закрепляем в дрели, другой держим плоскогубцами, включаем дрель, и через 10 секунд у нас прямой отрезок проволоки. У меня не хватает сил, чтобы это делать самой, я выпрямляю достаточно длинные отрезки, поэтому мне помогает муж. Если вы можете одной рукой крутить, другой держать, то вам никто не нужен. Я использовала разные проволоки, стальную нержавейку и латунную. Когда латунная пришла, я сначала расстроилась, потому что на Wildberries она выглядит вот так, а мне пришла в таком состоянии, но потом я решила, что нужно ее как-то почистить. И мне показалось, что она была очень мягкая. Да, я знаю, что проволока бывает мягкая и твердая, но в розничной продаже твердую я не нашла, она продается только от 100 килограмм, что ли, но мне столько, конечно же, не нужно. Но когда мы ее выпрямили, она стала достаточно упругая, но все-таки мне кажется, что именно для такой латунной проволоки мягко подходят какие-то легкие подвесы, типа бумаги или тонкого пластика. С более тяжелыми она может прогибаться. При выпрямлении проволок становится вот такой немножко закрученной, меня, в принципе, это не смущает, поэтому ок. Я почитала о том, как осветлить потемневшую латунь, и там просто какой-то учебник зельеварения. Добавь это, добавь то, вари 2 часа.
is going on here? Но мне не хотелось этим заниматься, поэтому я просто решила потереть ее мелкой наждачкой, и, о чудо, все получилось, проволока стала чистенькой и блестящей. Я начинаю работу над мобилем с эскиза, чтобы понять, какие подвесы мне нужны и какое примерно соотношение длин проволок будет. Когда эскиз готов, вырезаю подвесы. Я покажу на примере самой обычной акварельной бумаги. Как я уже говорила, материал может быть любой. Я склеиваю 2 листа бумаги, чтобы получился более плотный слой, и с обеих сторон была лицевая сторона. Скульптура все-таки двигается и поворачивается к зрителю разным боком, поэтому она со всех сторон должна быть прекрасной. Конечно, можно сразу купить красивый плотный картон, но просто я использовала то, что у меня было под рукой. Очень частый вопрос, кстати, где купить эту плотную цветную бумагу или картон. Я использовала ее в куче проектов, даже соберу их в один плейлист. Здесь будет подсказка, можно будет их посмотреть. Продается такая бумага в художественных салонах, называется бумага для пастели. Обычно на стендах с такой бумагой есть еще маленькие образцы, и большие листы нельзя трогать, но я всегда трогаю, потому что иначе я не могу понять плотность и рельеф. Вот так. Клей я использую Момент Кристалл, еще в универе клеили все макеты им, он хорош тем, что не размачивает бумагу. Начинаю собирать мобиль с нижней дуги, откусываю бокорезами проволоку нужной длины и в зависимости от крепления загибаю край. Здесь с одной стороны у меня будет крепление на петле, а с другой подвес будет просто нанизан на проволоку. Я использую 3 вида инструмента: плоскогубцы, тонкогубцы и круглогубцы. Лучше брать круглогубцы ступенчатые, потому что вот такие, как у меня, они очень удобные, с них соскальзывает проволока, если хочешь сделать маленькое колечко. Удобно зажимать только у основания, где есть упор. Для подвеса делаю крепление. В книжке, кстати, есть разные варианты креплений. Для того, чтобы сделать отверстие в подвесах, я купила вот такой дырокол. Он вообще-то для кожи, но другого я не нашла с маленьким диаметром отверстий. А мне нужно было 2 мм. И проволока у меня тоже 2 мм. Через второй подвес я продеваю проволоку.
И вот сейчас самое интересное, нужно поймать баланс. Я делаю это на пальчике и отмечаю маркером точку баланса. Тут главное не запутаться теперь, в какую сторону крутить петельку, чтобы подвесы не оказались вверх ногами. Ставлю круглогубцы снизу, сгибаю проволоку, проворачиваю, пока не образуется петля, и поправляю всю дугу. Только аккуратно, чтобы не погнуть лишнего. It was at this moment that he knew. He fucked up. Я пока показывала, у меня ни разу не получилось закрутить в нужную сторону, в итоге я решила просто оставить как есть. Для соединения дуг я использую колечко, его тоже делаю из проволоки. Устанавливаю следующий подвес и ищу баланс уже у второго яруса. Здесь я решила погнуть проволоку, чтобы сам подвес был ровным. Мне не хватало глубины захвата дырокола, поэтому я пробила отверстие вот так. В конце добавляю колечко и закрепляю леску, на которой будет подвешиваться мобиль. Поправляю дуги, чтобы они смотрелись гармонично. Ну, в общем-то, это вся технология. И здесь интересен сам процесс поиска вот этого баланса и создания композиции. Потому что не всегда они получаются сразу красивые. Нужно немножко поискать. А вот я еще хотела показать, что мобили могут быть настольными или напольными. У меня уже есть латунная трубка для того, чтобы сделать напольный. Осталось только найти красивый камень. Жду ваши впечатления в комментариях. Не забывайте лайк, подписка. Можете отправить это видео творческому другу, которому оно понравится. И до встречи в новых выпусках.